Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад. Все, что интересное, я нахожу, показываю вам, мои дорогие друзья. И сегодня для поднятия настроения сегодняшний ролик хочу начать вот с этой шкатулки. Такая чудесная лягушка. Конечно, она имеет и тайные секреты. В этой шкатулке много чего интересного сегодня тоже я вам покажу. Но вот такая чудная шкатулка. И это Япония. Маркированная шкатулочка. Очень нежный рисунок. Деколь с дорисовкой. И я вам рассказывала, что сейчас я вот вижу, что это совсем не деколь. Это ручная роспись. Это ручная роспись такая. Лягушка загадочная, сидит. И, конечно, интересных вещиц в ней тоже много. Здесь, посмотрите, колибри собирает нектар. В общем, вот такая вот забавная вещица. Ну и, конечно, здесь собраны серьги. Будем сегодня это разбирать. Буду брать по паре. И по-быстрому хочу вам показать, потому что нас также ждет поиск сокровищ вот в этой шкатулке. Интересных тут вещей тоже много, так что давайте не буду затягивать долго, а буду показывать сразу. Это вот такие серьги. Тоже ручная роспись, тоже эмаль. И покрыта эмалью, вернее, прозрачной эмалью. Тоже такая интересная вещица. Думаю, что относятся они к 60-м годам. Очень интересная. Обратная сторона вот так выглядит. И рисунки отличаются. Это, конечно, признак того, что это рисунок нанесен вручную. Такая мелкая работа. Как представить, что это вот именно создано руками человека? Просто хочу сразу все высыпать, а в эту сторону буду складывать. Следующие серьги, клипсы, тоже эмаль, очень интересная. Оттенки эмали, здесь нет маркировки. Серьги на разные ушки, вот так вот. Очень красивый вот этот переход от зеленого к такому светло-бежевому. Тут и фисташковый, и оливковый оттенок. Великолепные просто серьги. Здорово смотрится. И они не мелкие, думаю, такие вот прям крупненькие. Идем дальше. Вижу серьги, которые я не показала вам в прошлом видео в находках. То есть сейчас, минутку. Мои дорогие, в прошлых своих видео я нашла в пакете вот такой кулон. Он был отдельно, кулон. Уже приспособила я его на цепочку и показывала вам коллекцию клоузане украшений. И не показала как раз именно те серьги, которые, я думаю, идеально к этому кулону подходят. Сейчас я вам близко их покажу вместе. Оттенки нежные, цветочная тема. И мне кажется, очень похожи сами вот эти вот, я не знаю, как это, цветы, лотосы. Вот очень похоже. Мне кажется, вот эти вот серьги тоже хорошо подходят к этому кулону. Люблю клоузане, но как-то собрались именно они в разных шкатулках. Думаю, что их нужно поместить в одно место. Вот так иногда полезно разбирать свои коллекции. Много нового и интересного по итогу в результате получается. Вот такие интересные серьги. Пусеты. Вот так. Тоже они на разные ушки. Я думаю, что это 70-е. Думаю, что это 70-е все-таки. Здесь нет маркировки. Но тоже они так оригинально выполнены. Видите, здесь как будто такой завиток. Ладно, не буду на них долго останавливаться. Следующие серьги, думаю, что более старенькие. И это тоже ручная роспись.
Видите, отличается рисунок. В общем, смысл один, цвет один, но по таким мелким деталям можно определить, что не штампованный рисунок, а нанесен вручную. Я думаю, тоже это 70-е. Нет, возможно, даже раньше. По вот самому металлу они такие легкие. Легкие, ну, яркие и довольно-таки крупные. Тоже незамеченными не останутся эти клипсы. Так, следующие клипсы. Ой, да, это клипсы на винтах. Тоже. Ну, как-то вот эта вот шкатулка собрана хаотично, на мой взгляд. Нужно их как-то рассортировать. Здесь есть маркировка. И это... В общем, трудно разобрать. И, ну, тут написано, что это... Единственное, что я тут разобрала, это вот gold. Золото. Золото. Нашла золото. Но тоже они, мне кажется, здесь вообще не в тему. Это похож на натуральный камень, на оникс. Вот такие. Думаю, да, они тоже здесь, конечно, не в тему. Их нужно тоже куда-то переместить. И в коллекцию другую, в другую шкатулочку их как-то переложить, что ли. Здесь вот я думаю, что в этой шкатулке лучше собрать именно вот эмалевые, да, какие-то крупные серьги, как вы считаете, что-то вот именно какой-то, чтобы тематика была хотя бы какая-то летняя, яркая, что-то такое. А это вот совсем не в тему. Ну и также, думаю, не в тему и вот эти серьги на винтах. Это люцит. Нет, или пластик, по-моему, это пластик. Сейчас, минутку. Холодный, похож на стекло. Такое стекло прям сильно матовое. Тоже на винтах. Здесь маркировки нет. Ну, такие вот старенькие. Тоже на разные ушки. Интересные. Тоже я их в другое место определю. Ну и давайте, наконец, приступим к разбору. Где там ноги, где зад, где вперед у лягушки. К разбору вот этой шкатулки. Это тоже шкатулка, тоже Япония. Такая красивая. И крышка у этой шкатулки необычная. В общем, как-то объемная вот такая. Эмаль, это рисунок именно такой как-то объемный, мне кажется, более какой-то густой состав. И здесь вот тоже есть такие элементы дорисовки. В общем, в этой шкатулке у меня собраны камеи. И давайте разбирать будем. Ничего ли лишнего тут не, скажем, не затесалось. Просто их так высыплю. И буду сразу убирать в эту шкатулочку. Ну и первая камея — это... Вот такая старинная вещь, старая. Попыталась я к этой камее подобрать цепочку, но сейчас вот вижу, что ни по оттенку, скажем, да, ни по стилю никак это не совпадает. Попробуем. Я здесь подготовила еще какой-то вариант. Как вы считаете, какой из вариантов больше подходит к этой камее, скажем, вот та, на которой она есть, но она уж очень толстая. Или вот такая более. Ну, мне кажется, ни тот вариант не подходит, да, как говорится. Будем искать дальше. Ну, что-то вот такое. Ну, главное, хотя бы, чтобы в цвет совпадал. Вообще, вот эта вот часть цепочки, она по цвету совпадает более-менее. Ну, здесь вот есть и потертости, видите, какие-то части совпадают по цвету, какие-то нет. В общем, как-то так. Ну, прицепила пока на эту цепочку. Ну, думаю, что камею она как-то портит, грубо говоря. Ну, буду искать, что дальше, да. Так, кстати, я с прошлого видео оставила
И вот такие красные бусы. Это натуральный камень, тонированный под коралл. И мне кажется, вот фурнитура более-менее, да, подходит. Как вы считаете вот этот вариант? Сейчас, минутку, покажу вам. Вот этот вариант. Или прям просто черные бусы к этой камее подобрать. Вот в цвет основной. В общем, надо что-то думать. На все это нужно время. В общем, как-то так. Следующая камея вот такая. Это брошь. Тоже, получается, это на стекле. Стеклянная основа и пластиковая сама девушка. Очень красивая, нежная. Такая. Они отличаются. Здесь стеклянная часть. Сейчас посмотрю, здесь нет маркировок у нее, но и у этой броши камеи есть потери. И причем не только потери, но и потертые вот эти бусины. То есть как-то поменять оправу, ну, здесь вот обратная сторона, скажем, говорит о винтажном возрасте, как говорится, потеряется весь шарм, да, этой броши. Восстанавливать бусины – это слишком кропотливая работа. Может быть, на какие-то другие кристаллы поменять. В общем, ну, опять-таки, это очень долго. Но девушка очень красивая. Такой профиль. Носик остренький. А здесь она, мне кажется, более возрастная. Посмотрите, здесь, мне кажется, какая-то дама прям возрастная, а здесь молодая девушка. В общем, да, идем дальше. Следующая камея также ждет своей оправы достойной уже длительное время. Но это прям целлюлоид, да. Это резьба очень такая, тоже профиль красивый, сдернутый носик. Тоже красивый такой профиль молодой девушки. И прическа очень красивая. Прям все в деталях. Здесь и грозди какие-то, и лист виноградной лозы. Что-то вот такое. Да, красивая. Красивая камея. Сама любуюсь вместе с вами, мои дорогие. Так, следующая брошь камея. Тоже очень красивая. Здесь уже молочное стекло. И на ней вот такой профиль. Мне кажется, здесь больше как бы греческий профиль. Вот эта вот повязка на волосах, да, и такой прямой нос. И вот такая камея тоже, конечно, оправа очень красивая. Так, обратная сторона выглядит, старая брошь. Потому что это 50-е. Если кто-то считает, что я ошибаюсь, определяя, скажем, возраст каких-то винтажных украшений, пишите, аргументируйте, дополняйте. Мне это тоже очень приятно, и мне очень это радует. Так, следующее что-то тут зацепилось. Так, что-то прицепилось, да? Сейчас, минутку, все. Здесь вот я, похоже, попыталась использовать какую-то цепочку для какого-то кулончика. Но, похоже, неудачно. Ну, ладно. И это вот такая малютка-брошь. Ну, какая она милая. Сейчас сфокусируется. Кристаллы в отличном состоянии. Фон такой нежно-голубой. И на ней вот такая белая камея. Очень красивый бант. Красивая брошь, старенькая. Такая милая малютка. Просто великолепная вещица. Так, следующая камея. Кстати, вот совсем недавно я в антикварном магазине смотрела броши. Тоже на вот таком оттенке фона. Ну, там что-то цена такая была завышенная. В общем, начиная от $35 и выше. В общем, жаба меня заела, не стала я платить такие деньги. Ну, как говорится, имея опыт того, что вот подобные камеи мне вообще достались либо в каких-то ломах, каких-то найденных мешках совсем почти бесплатно, либо совсем за копейки. Так что
пока еще есть возможность вот украшения выискивать. И мне этот процесс, честно говоря, очень нравится, поиск самих украшений. Просто, конечно, можно пойти, купить, и в интернете их очень много. Но, как говорится, весь смысл пропадает. Мне очень нравится, когда я нахожу какие-то уникальные классные вещи. И именно вот этот вот азарт как раз смысл основной и имеет. Так, вот это вот как оправа для камея ждет своего часа, своей достойной, скажем, какой-то оправы. Ну, я пыталась что-то поменять, да, вот эта оправа, она сюда не попадает, в смысле, она слишком мелкая, в общем, как-то так. Ну, ждет. Я предполагаю, что это все-таки в какой-то момент камея сюда поселится. Так, ну и следующая камея, это уже цветы. Такая интересная вещь, она тоже такая объемная. Давайте на подложке вам покажу, чтобы фокусировалась хорошо камера. Черный фон и такие белые цветы. Очень интересная сама камея. Мне очень нравится тема, не только там образы девушек, да, но и вот какие-то такие цветочные темы. Она, камея эта закрытая, в хорошем состоянии. Такое вот объемная, тоже очень красивая камея. Ну и шедевром сегодняшнего показа выступает вот такая чудесная брошь-планочка с такой чудной камеей. И это, так, сейчас при близком рассмотрении, вот такой вот образ молодой девушки, тоже часто встречается. И прическа говорит о том, что я думаю, что это 50-е годы. И сама вот эта вот изящная планка тоже очень такая нежная, сама нежность. И камея очень такая нежнейшая просто. Что касается броши, брошь тоже старенькая, с такой толстой иглой. Маркировки нет, есть вот такое броширование на обратной стороне. Ну, вот такой шедевр получился, такой ролик сегодня получилось мне снять и разобрать все предметы, которые давно хотела разобрать, и руки не доходили. С вашей помощью мне это удалось. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.